Всем привет! Как вы? У меня все хорошо. Сегодня на уроке мы научимся говорить о том, что у нас есть. Поехали! Слушайте, у меня есть телефон. У меня есть компьютер. Слушайте, смотрите, повторяйте. У меня есть. У меня есть. У меня есть. У меня есть телефон. У меня есть компьютер. Отлично. Слушайте. У меня есть фотоаппарат. У меня есть фотоаппараты. У меня есть карта. У меня есть карты. Дома есть окно. Дома есть окна. Итак, сегодня мы тоже будем учить множественное число существительных. Слушайте. Телефон, телефоны. Он телефон, они телефоны. Итак, слова мужского рода, которые не оканчиваются на гласный, во множественном числе имеют окончание «ы». У меня есть телефон, у меня есть телефоны. Слушайте. Музей, музеи. Он музей, они музеи. Словарь, словари. Он словарь, они словари. Слова мужского рода, оканчивающиеся на «е» или мягкий знак, во множественном числе имеют окончание «и». У меня есть словари. Слушайте. Карта, карты. Она карта, они карты. У меня есть карты. Слова женского рода, оканчивающиеся на «а», во множественном числе имеют окончание «ы». Карты. Фотография, фотографии. Она фотография, они фотографии. Тетрадь, тетради. Она тетрадь, они тетради. У меня есть фотографии, у меня есть тетради. Слова женского рода, оканчивающиеся на «я» и мягкий знак, во множественном числе имеют окончание «и». Слушайте. Окно, окна. Оно окно, они окна. Дома есть окно, дома есть окна. Слова среднего рода, оканчивающиеся на «о», во множественном числе имеют окончание «а». Обратите внимание, что ударение может меняться. Это нужно запомнить. Например, окно, окна, яйцо, яйца, слово, слова. Слушайте. Сообщение, сообщение. Оно сообщение, они сообщения. Слова среднего рода, оканчивающиеся на «е», во множественном числе имеют окончание «я». Это основное правило. Конечно, есть исключения. Например, слова мужского рода во множественном числе иногда имеют окончание «а». Дом, дома, город, города, паспорт, паспорта.
глаз, глаза. Также слова мужского рода могут во множественном числе оканчиваться на мягкий знак «ия». Например, брат, братья, друг, друзья, стул, стулья. У меня есть друг, у меня есть друзья, у меня есть брат, у меня есть братья. Еще одно исключение. Слушайте. Карандаш, карандаши. Ручка, ручки. Книга, книги. Почему и? Если перед окончанием у нас есть буквы К, Г, Х, Ж, Ш, Ч, Щ, во множественном числе у нас будет окончание «и». У меня есть книги, у меня есть яблоки. Также есть слова, которые имеют особую форму множественного числа. Например, человек, люди, я человек, мы люди. Ребенок, дети. Это ребенок, это дети. Сестра, сестры. У меня есть сестра, у меня есть сестры. Также в русском языке есть слова, которые имеют только форму множественного числа. Например, очки, часы, деньги, джинсы. Или только форму единственного числа. Например, вода, чай, сахар, музыка. Еще в русском языке есть иностранные слова, которые не изменяются в форме множественного числа. Например, кофе, радио, такси, пальто, меню. В описании к этому видео я добавлю материалы к этому уроку. Вы сможете еще раз повторить правила и исключения. А сейчас слушайте, смотрите. Это мой стол. Тут мои книги. Здесь мои карандаши и ручки. Это мои блокноты. Тут мой альбом. Здесь мои фотографии. Это я. Здесь мои друзья. Это Лена. Она дизайнер. Она делает сайты и приложения. Это Ирина. Она повар. Сейчас она покупает овощи и фрукты. Это Андрей. Он студент. Он пишет упражнения и правила. Это мой родной город Пенза. Здесь есть университет, больница, аптека, ресторан, кафе, улица, дом. В этом тексте я говорила слова в единственном числе. Пожалуйста, напишите в комментариях этот текст со словами во множественном числе. Например, здесь есть университет. Пишите, здесь есть университеты. Потом мы посмотрим, как вы поняли сегодняшнее правило. Итак,
Сегодня мы выучили полезную фразу «У меня есть». У меня есть книги, у меня есть компьютер, у меня есть друзья. Также мы узнали о множественном числе существительных в русском языке. Если вам нравятся мои видео, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, включайте уведомления. Если у вас есть вопросы, пишите мне в комментариях. До встречи!